Привет, я Саша, это мой канал Cooking Time. Сегодня будем печь очень вкусный, очень черешневый, очень шоколадный и очень миндальный пирог. Кстати, здесь возможны варианты, потому что черешню вы можете заменить на что-нибудь другое, шоколад можно не добавлять. В общем, как всегда, огромный простор для ваших экспериментов, и все очень-очень просто. Тыц-пыц и готово. Следите за руками, поехали. Первым делом займемся черешней. У меня она уже чистая. Так, куда побежала? Высушенная. И все, что необходимо сделать, это избавить ее от косточек. Да, те, кто там беспокоился за свои зубы в комментариях под видео с Клефути, можете быть спокойны, не переживая за чувствительные зубы, этот пирог будет без косточек. Вместо черешни здесь можете брать абрикосы, персики, тоже без косточек, и кусочками, лучше кусочками, и какие-нибудь можно даже поплотнее, не прям сильно спелые. Ну и так как этот пирог является такой импровизацией на тему рецепта, моего же рецепта, который уже давно есть на канале, ирландского пирога с яблоками, можно использовать и яблоки, и груши в этом рецепте. Но лучше берите какие-нибудь фрукты или ягоды поплотнее, чтобы не было в тесте слишком много жидкости, иначе пирог получится клеклым. Хоп, и последняя косточка. Все, черешня готова, пока просто отставляем ее в сторону, ждать своего момента. И сразу разогреваем духовку до 180 градусов Цельсия, 360 в Фаренгейтах. И также заранее подготовим форму, в которой будем выпекать пирог. Форма у меня вот такая разъемная. Это удобно для того, чтобы вынимать пирог. Форму я дополнительно смазываю тонким слоем сливочного масла, преимущественно бортики. Дно можно не смазывать, а лучше его просто застелить бумагой для выпечки. Если будете использовать обычную, неразъемную форму, проложите ее полосками бумаги для выпечки, чтобы достать вот так вот за ушки. Можно выпекать в какой-нибудь керамической и прямо в ней красиво и подавать. Пока отставляем в сторону. Так как пирог будет черешнево-миндальный, я буду использовать миндаль. Не целый миндаль, я его измельчу, а предварительно немного подпеку в духовке, чтобы миндаль обрел еще более насыщенный миндальный вкус. Я его не очищаю, не бланширую, а прям вот так вот на противень и ставлю в разогретую духовку. Буквально на 5-7 минут. Чуть-чуть, вот прям миндальной насыщенности ему додать. И затем уже подпеченный миндаль необходимо измельчить. Можно поколоть его ножом помельче, а можно воспользоваться чоппером или блендером. Не совсем в пудру, но вжихнуть до таких мелких кусочков. Вот как-то так. И как всегда, не устану напоминать вам про лайки. Друзья, пожалуйста, не забывайте про них. Можете поставить свой лайк в конце видео, если оно понравится. А можете сейчас поставить авансом, а потом в конце видео, если не понравится что-то, заберете. Продолжаем. Дальше берем какую-нибудь небольшую чашу для смешивания. Добавляем туда муку. Туда же сразу тот самый измельченный миндаль. Все до последней миндалинки. Разрыхлитель, чуть-чуть соли. И так как пирог у меня будет шоколадно-миндальный, я добавлю какао. Какао лучше добавлять просеивая, чтобы не справляться там потом с лишними комочками. И теперь все это необходимо смешать с помощью венчика. Хорошо, тщательно соединить. Отставляем в сторону и берем чашу побольше. Туда сразу сливочное масло со звоном, размягченное комнатной температуры. Слегка с помощью миксера превращаем масло в крем и добавляем сахар или сахарозаменитель. Я использую сахарозаменитель. Да что ж такое у меня с ним? В общем, сахарозаменитель можете, как я, использовать. Или брать белый, коричневый сахар, какой вам там больше нравится. И уже с сахарозаменителем или с сахаром все это перетираем тоже с помощью миксера или венчика в такую посветлевшую кремовую массу. В процессе, вы знаете, пританцовываем. Так любой пирог, любой десерт получается еще вкуснее. Проверено. Затем добавляем яйца. Яйца обязательно комнатной температуры, поэтому достаньте их из холодильника заранее. Яйца добавляем по одному. Сначала вбиваем, вмешиваем одно, вмешали и добавляем следующее. И тоже тщательно его вмешиваем, доводя все там до однородности. Добавляем совсем немного сухой смеси, где-то четверть. И на небольшой скорости миксера
Смешиваем. Затем туда в чашу добавляем молоко, немного лимонного сока и еще миндальнее пирог сделает миндальный экстракт. Если нет у вас миндального экстракта, не страшно. Можете добавить ванильный экстракт или, например, кофейный. Получится шоколадно-кофейный черешневый пирог. Тоже будет очень вкусно. И теперь все это необходимо хорошенько перемешать, тоже с помощью миксера. Аромат совершенно потрясающий. Миндаль, шоколад, это все... Остается добавить в чашу оставшиеся сухие ингредиенты и их вмешиваем уже лопаткой. Все это хорошенько там соединяя. Долго мешать ничего не нужно, как только все это там соединится, готово. Вот такое получается густое тесто. И, наконец, можно туда добавить черешню. И чтобы пирог получился еще шоколаднее, еще вкуснее, вместе с черешней я добавляю шоколадные капли. И теперь все это соединяем с тестом. Посмотрите, как много здесь черешни. Не жалейте черешни или что вы там будете использовать. Черешня с пирогом, а не пирог с черешней. Выкладываем это все в форму, смазанную маслом и застеленную пергаментом дно. Прям такой богатый черешний пирог получится. Это будет невероятно вкусно. Хорошенько вот так вот там по форме распределяем все, разравниваем сверху и посыпаем сверху лепестками миндаля. Еще больше миндальности. Ставим форму в духовку, уже разогретую до 180 градусов в Цельсиях, 360 в Фаренгейтах. И выпекаем 40-50 минут, все должно пропечься. Подрумянится сверху, ни в коем случае не должно сгореть, поэтому следите. Готовность, как всегда, можно проверить шпажкой, зубочисткой, ножом. Втыкаете куда-нибудь в тесто. Если достаете сухо-чисто, значит готово. Это невероятно вкусно. Тесто как самостоятельный десерт. Очень-очень вкусно. В самом конце достать, посыпать коричневым сахаром и отправить на минуту-две под гриль. Опять же смотрите, чтобы ничего не сгорело. Вот такой вот получается румяно-карамельный красавец. Аромат просто невероятный. Здесь уже не только миндаль, шоколад, черешня, здесь еще и карамель. Кстати, если режима гриля в вашей духовке нет и нет возможности вот так быстро расплавить сахар и превратить его в карамель, можете сахаром посыпать еще в самом начале вместе с миндалем и на все время вот так отправить пирог в духовку. В общем, ничто не должно вас останавливать. Если выпекали в форме, как у меня, буквально минуту-две даем отдохнуть и затем уже из формы вынимаем. Вуаля! Аккуратно сдвигаем с бумаги пирог. Смотрите, он еще очень нежный, поэтому действительно здесь нужно быть очень аккуратным. Подхватываем его, переносим пирог на какое-нибудь блюдо или тарелку, на которой будете подавать. Ну и теперь ему нужно дать хотя бы чуть-чуть подостыть. Хорош этот пирог и в теплом виде, с шариком ванильного мороженого, взбитыми сливками, и в остывшем виде, и в охлажденном виде. Там уже дальше ешьте так, как вам больше нравится. Это пахнет совершенно невероятно. Миндаль, шоколад, черешня. У меня, мне кажется, язык начинает заплетаться. Мне срочно нужно в это впиваться. И вот это вот мороженое еще растекающееся по еще теплому пирогу. Невероятно черешнево. Ну, здесь так много черешни, и прям вот целая черешня, она остается сочной, вкусной. Вкус ее подчеркивается шоколадом, миндалем. И там еще вот эти вот растопившиеся шоколадные капли. И это какой-то черешнево-шоколадно-миндальный праздник. Такой вкус насыщенный, такой прям обволакивающий приятный. В очередной раз убеждаюсь, что вишня, черешня с шоколадом, это прям вот то, что доктор прописал. Это сочетание, которое а миндаль здесь прям еще вообще подпевает этой песне прекрасной вишнево-шоколадной. Мне кажется, я сам скоро прям запою такую же вишнево-шоколадную песню. Ла-ла-ла. Это прям всем срочно надо. Всем. Список всех ингредиентов, как всегда, вы сможете найти в описании под видео и в прикрепленном комментарии. Я под видео, напоминаю, жду ваши лайки.
Пожалуйста, не забывайте про них. Комментарии пишите, впечатлениями делитесь, идеи подкидывайте, просто пишите, как там у вас дела. Подписывайтесь на канал, если этого еще не сделали. И приводите сюда своих близких, друзей. Чем у нас здесь будет больше, тем видео с рецептами будут выходить чаще. Всем желаю всего самого вкусного, доброго, летнего. До новой скорой встречи. Пока-пока. О, что? Следите за руками, все, я мозг себе отъел. Пока-пока. Следите за руками.